Здрасте, свинья, модная тень. И мне не терпится поделиться соображениями о тренде японизации в моде. В моде 2026. Это я так нынешний год назвала. Японизация моды называется термином джапанзе. Джапанзе. Но я, чтобы сестренкам-славянкам ушки не натирала, буду называть этот супер-мега-популярный тренд жупанди. Если вам понравится это видео, то я раскрою тему подробнее в следующем. Ну и как всегда, все персонажи выдуманы, а любые совпадения случайны. И уберите детей от ваших голубых экранов. Святая троица японской моды, а точнее стилистики жупанди, это прежде всего бренды Эмбуш, что переводится как засада, Сасай и Кам де Гарсон. Гарсон в переводе мальчик, что логично. Любую модницу с полным арсеналом Сасай можно смело назвать Сасуня. Ласуня. Ведь она попала в засаду японских гарсон. А попадете ли в нее вы, станет ясно благодаря моей модной аналитике трендового японского постминимализма. Обувь сегодня у нас важнейший атрибут моды жупанди. Чтобы составить образы в этом стиле, нужно знать 3 главные фишки ушедшего 25-го года. Первое. Сасай Nike LD вафли безнадежно вышли из моды и стали таким же кринжем, как само слово «кринге». Виной всему оказались владельцы пушистых кошек, завалившие рынок контрафактом еще до поступления оригинальных партий. Больше того, про светивших мохнатками начали говорить, что они носят подкладки. И хотя в виду имелось совсем не пушап, а оригинальные аксессуары для обуви, красавицы не захотели прослыть позершими плоскосисями. На смену LD вафли Сасай Nike представили новейшие реверсивные тапи-кроссовки. Посмотрите на эту красоту. Стоит надеть, кажется, будто у вас на пятках лицо инстасамки, где ему и место. Полный цугои. И, конечно же, номер 3. В более холодных регионах кроссовки неуместны. Так что вот вам истинный символ современного жупанди моды. Тапи-сапожки! Не реверсивные, а классические. Бывают модели с теплой подкладкой, бывают модели с противогололенной подошвой. Поэтому всем очень советую. Денег у меня у самой на такое нет, но кто знает, может быть, найду папика, который купит мне тапи-сапожки. Итак, промежуточный итог по модной обуви жупанди. Для утонченного образа лучше всего подойдет бренд Сасай. Волосатой LD вафли скажем нет, из моды они вышли. Реверсивным тапи скажем да, они в моду вошли. А обычным тапи-сапожкам скажем о, да, ведь они триумфально вернулись. Но это, подруженьки, был лишь промежуточный итог. Ведь дальше нас ждут не утонченные символы жупан-тренда, а именно Кам де Гарсон для очень богатых и очень бедных. И еще Эмбуш для провинциальных ретро-девушек.
дизайнеры в своей альтернативной реальности делили миру iconic, хрестоматийные шедевры обуви, которые покроют вас азиатским шиком мгновенно, что бы вы ни надели. Они настолько модные, что просто коробку от этой обуви можно надеть в качестве аксессуара. Представляю вашему вниманию Comme des Garçons для богатых. Каково? Раздвоенные формы — это референс. Отсылка на сцену из Диско Элизиума, где герои встречают человека настолько богатого, что его гравитация преломляет потоки света, из-за чего его почти нельзя разглядеть, и местами он будто двоится. Именно по этой причине, когда для телевидения снимают главных патриотов стран СНГ, на камеры надевают специальную оптику. И если вы подумали, что это нейросетевой нейрослуг, то вы еще не видели менее экстравагантные модные фетиши Comme des Garçons. И я не могу вам советовать их к покупке, потому что не хочу, чтобы вы продавали ради этого квартиры и органы. Обождите, подруженьки. Вдохните, выдохните и возрадуйтесь, ведь сами гарсоны сделали ультрамодные жупанги стайл кеды для самых бедных. Больше того, вы можете сделать модную брендовую одежду из чего угодно. Достаточно налепить вырезанный из цветной бумаги логотип с сердечком. Больше того, даже не обязательно красным, оно может быть любого цвета, любого, какой вам нравится. И это работает не только с обувью, но и с любой начинкой даже с самого убогого шкафа. Но и это еще не все. Наши прелестные гарсоны так жаждут популяризовать японский тренд, что если у вас нет денег на тапи, и уж подавно на реверсивные тапи, то можно обычным, простым советским белым маркером сделать моднючие псевдотапи от Comme des Garçons из советских туфлей, именуемых в народе мамка, а в мире моды винтажная макропорка. Ну а если от бабушки вам не досталось советской обуви, а ближайший вариант с Авито не подходит, на выручку придут амбуш. Для тех, кто совсем в пролете, но очень хочет сохранить лук жупанди, бренд предлагает невероятные сапоги, напоминающие вайбом знаменитые резина Трест. Невероятно актуальный выбор весны-осень за пределами вашей столицы. А сейчас я открою вам страшную тайну, но только если подпишетесь на мой канал и лайкните это видео. Готовы? У меня есть Телеграм. Ха-ха, попались. Тайна не в этом. Самая универсальная обувь жупанди не для выпендрежа, а в принципе. Это старые добрые лоферы. Так что если они у вас уже есть, например, после вашего dry K периода, то они с таким же успехом обеспечат вам модный лук даже в 2K26. Ссылка на Телеграм в комментариях. На этом блок обуви окончен. И шейте, что приглянулось вам больше всего, и как сильно вы меня любите.